Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Евросоюз хочет вернуть пиратство и осуществлять силовые захваты судов, связанных с российской нефтью, для проверок и, конечно, конфискаций. Александр, пожалуйста, расскажите, насколько возможны подобные происшествия, с учетом того, что Европарламент уже готовит какие-то законопроекты к 15-му или какому там пакету санкций с закрытием для российских судов, для судов, перевозящих российскую нефть, того же Ла-Манша. Что происходит-то? Мы за прошедшие, почти уже 3 года, так, знаете, округляя, очень сильно округляя, но тем не менее, мы слышали очень много заявлений. Хотя, по большому счету, начиная с 2014 года заявлений была масса. Выступали с самыми невероятными предложениями самые разные люди. И даже какие-то резолюции Европарламент по этому поводу принимал. В данном случае, действительно, это было не просто выступление какого-то фрика, это была целая резолюция Европарламента. Ну, то есть, они поговорили, они описали, о чем они говорили, и сказали, вот это очень важно. Вот это прям важно, это не просто важно, а важно. Вот видите, резолюция. Супер. Теперь что, вокруг нее кто-то бегать должен? Нет, не должен. Это вообще ни к чему не обязующий документ. Посидели, поболтали, подписали бумажку. Вот мы поболтали вот об этом. Ну, молодцы. Еще раз. Возможно, Европарламент, функции Европарламента за прошедшие там несколько месяцев, а может и несколько суток, кто его знает. В такое время живем, все очень быстро происходит. Может быть, его функции расширили. Но лично я про такое расширение не слышал. Это было бы, знаете, слишком масштабным изменением в всей жизни Европейского Союза, чтобы, как-то вот пропустить этот момент. Вот. Это первое. То есть, предложение «а давайте мы перекроем Ла-Манш», оно, конечно, интересное, хорошее, и я бы даже сказал, весьма перспективное. Было бы, если бы Европарламент вообще чего-то решал. А так как он не решает ничего, по большому счету, он не предлагает никакие инициативы, то, что ж, вот такая позиция у Европарламента, у большинства в Европарламенте. С чем мы его и поздравляем. Но давайте представим себе на минутку, что действительно взяли, Ла-Манш перекрыли для судов, которые перевозят российскую нефть. Здорово. Это, я бы даже сказал, не просто здорово, это было бы, сейчас я очень мягко постараюсь сказать, многие наши компании, российские, в смысле компании, наверное, даже захлопали бы в ладоши. В какой-то вот недолго, но так, похлопали бы. Потому что произойдет с мировым рынком, если такое решение будет принято, я бы посмотрел, но лишь в том случае, если бы, знаете, перед этим можно было бы засейвиться. И потом откатиться вот к предыдущему сейву. Вот я бы посмотрел, вот, правда, было бы очень, очень интересно. Мне было бы интересно, до какого уровня и как быстро выросли бы цены. Разумеется, Ла-Манш не является доминирующим направлением поставок российской нефти. Однако, это все еще важная транспортная артерия. Пока Северный морской путь не открыт круглогодично, пока у нас действуют Усть-Луга, Приморск, ну и ряд других как бы точек, с которых идут поставки нашей нефти морем. Вот до этих пор, да, Ла-Манш важен. Разумеется, у нас есть еще в европейской части России Новороссийск, оттуда идут поставки. У нас есть восточное направление, это и трубопроводные поставки по Восточной Сибири, Тихому океану. Это нефтепровод, один из крупнейших наших нефтепроводов, ну и в мире один из крупнейших. Это поставки через порт Козьмина, если я неправильно поставил ударение, прошу меня извинить. Вот. И в целом, хотя восточное направление у нас все больше и больше развивается, но действительно северо-западная точка поставки нашей нефти все еще крайне важна. Это как раз вот Приморск и Усть-Луга, которые доминируют среди наших европейских точек поставок нефти морем. Ну и они как раз оказываются в ситуации, при которой вот
они могут пострадать, если вдруг вот такая остановка произойдет. Поставлять эту нефть в Европейский Союз нельзя. Ну а куда дальше? Северный морской путь круглый год не открыт. Значит, все. Надо как-то перестраивать схемы поставок, либо просто смотреть, что происходит с нефтью. Я, конечно, понимаю, что, как бы так, опять же, помягче выразиться, есть некие надежды на Трампа у части широкой общественности, что вот сейчас Трамп придет, стукнет кулаком по столу, и от этого давления, которое он на стол окажет своим ударом, нефть американская из-под земли сама начнет биться просто фонтаном и сразу на мировой рынок поступать. Но это немного не так работает, дорогие друзья. То есть в условиях, когда падают цены, по какой-то удивительной причине, я даже не знаю по какой, но инвестиции сокращаются. А без вложений, ну, без кап затрат, ну, затрат на покупку горюче-смазочных материалов, на покупку различной химии, которая необходима для проведения гидроразрыва пласта, без самого гидроразрыва, который является услугой, за которую надо заплатить и прочего, 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 вот без вложений в это все. Ну, вы знаете, как-то вот с добычей нефти и с ее резким ростом дела не задаются. Одно дело, когда у вас нефть $100 или $120, там все бегут сразу, сломя голову, вкладывать денежку. А когда у вас нефть $70, ну даже 75, желающих бежать и что-то куда-то вкладывать уже почему-то гораздо меньше. Вот. А чудесные рассказы о том, что ну сейчас вот Трамп придет, нефть подешевеет до $50, и все. Ну, я у себя в Телеграме как-то выкладывал самодельную схемку. Там был график цен на нефть. И я отмечал точки, ой, прошу прощения, наоборот, график добычи нефти в Соединенных Штатах. Я отмечал точки, когда нефть опускалась до $40. Ну так, около $40. По удивительному стечению обстоятельств, опять же, поразительному стечению обстоятельств, как раз вот когда нефть опускалась до этой отметки, почему-то добыча в Штатах падала. Это не значит, что она падала в момент, когда нефть становилась $40. Нет. Это значит, что до этого снижение цен было настолько существенным, что кап-затраты падали, и к этому моменту, когда происходил обвал, уже все было готово к тому, чтобы сократилась добыча. Вот так. Ах да, про пиратство. Хорошо, вы досмотрели судно. И, и чё? Даже не что, а и чё? Вы чего хотите добиться? Опять же, задержек поставок российской нефти покупателям, например, в Индию, из которой вы в Евросоюзе все больше и больше покупаете нефтепродуктов. Да? Ой, кто же от этого пострадает? Ой-ой-ой-ой-ой. Если такое решение будет введено, как отреагирует рынок? Вот бы узнать. Тут, знаете, даже хоть к гадалке не ходи. Рынок отреагирует очень бодро, если подобная практика будет иметь место. Но могут ли подобного рода проверки проводиться? Да, могут проводиться. Находите штат сотрудников. Ваш штат не предусматривает интенсивность проверок такого рода. Ну, просто вот у вас количество человек, которые могут проверить все документы, сопоставить, значит, вот груз, вот, знаете, пробу можно еще взять, отправить в лабораторию, чтобы проверили химический состав этой самой нефти. Ну, мало ли, как вы поизгаляться захотите, проверить документы, откуда эта нефть пришла, проверить ваши... Да, что, собственно, проверять-то будут? Откуда нефть? Характеристики нефти. Где зафрахтовано судно? Кто владелец? Кто обеспечивает финансирование? Кто обеспечивает страхование? Сколько нефть стоит? Вот если $60 и меньше, и кто-то, и какой-то из этих пунктов, знаете, там ставить галочки, если напротив пунктов вот этих, кто финансирует, если какая-то из галочек Евросоюз, там большая семерка, Евросоюз, Австралия, ну можно еще Норвегию с Швейцарией добавить, так, смеха ради. Так вот, если кто-то из большой семерки Евросоюза окажется вот здесь, а нефть стоит больше 60, ну тогда будут неприятности, конечно же, потому что потолок, а потолок он не касается того, что вся российская нефть должна $60 стоить. $60 и менее должна стоить та российская нефть, которая перевозится
судами, которые прописаны в Евросоюзе или, в принципе, в странах Большой Семерки, за некоторым исключением, касающимся Японии, но это вообще отдельный разговор. Страхование не должно быть тогда вот в странах Большой Семерки и Европейского Союза, ну иначе $60 и менее. Ну и далее, то есть все услуги, которые касаются морской перевозки, должны быть вот в Евросоюзе. Хорошо, хорошо, не все. Какие-то из этих услуг, если оказываются компаниями из вот перечисленной категории стран, то да, все, потолок цен. А смотрим, $60. Ну все, вы провели проверку, вы узнали, что страхует какой-нибудь Lloyd, вы узнали, что танкер зафрахтован где-нибудь в Греции, нефть стоит $60. И чё? И проходите дальше, ну все. Либо Ингосстрах застраховал, судно где-нибудь в ОАЭ прописано, финансовые все операции необходимые осуществляли какие-нибудь, ну, кто-нибудь из Китая или Гонконг, отдельно конкретный регион в Китае. Вот из Гонконга, знаете, вот финансовые операции осуществлялись, необходимые для морской перевозки. А нефть стоит больше 60. И чё? Ну, вы это узнали. Нарушений нет. Проходите, пожалуйста. Нет, если есть задача, извините за грубость, задолбать сотрудников европейских такого рода проверками, чтобы у них либо создать новые рабочие места, там, знаете, штат придется расширить, то это прекрасное решение. Это будет, вот если такое решение будет принято, вот если где-нибудь в отдалении, если решение будет принято, что каждое судно, которое вот проходит через вот эту географическую точку, надо проверять. Во-первых, вам большое спасибо скажут все, вот я там, не знаю, таможенные органы, в общем, все люди, которые будут задействованы в этих проверках, они скажут спасибо, потому что у них количество работы вырастет не просто в разы, оно на порядке вырастет. А количество часов в сутках, как это неудивительно, нет, останется прежним. И веселее всего будет, если вот они будут проверять, 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 а нарушений не будет. И вы просто будете задерживать суда, ну, там, на день, 2, 3, 10, 20, ну, пока вот люди там разгребать будут эти документы. Вот, и все. И как бы вот все, что вы, все, чего вы добьетесь. Если вы там ловить кого-то, кто нарушает ваши нормы по потолку цен, собираетесь, ну, это благородная задача. Ну, в какой-то альтернативной реальности, знаете, если очень широко трактовать понятие благородное, вот, это очень благородная задача, в самом широком смысле этого слова. Но зачем? Чтобы что? Чтобы что? Вызвать рост цен на нефть и на ее производные? Да, это можно сделать. Добиться каких-то результатов? Каких? Выявить нарушителей, конфисковать какой-нибудь груз. Ну хорошо, вы конфисковали какой-нибудь груз. Все на вас еще внимательнее начнут смотреть поставщики не из России и говорить: о, елки-палки, о, так они вообще неадекваты. Господи боже мой, ребята, давайте еще больше денег вкладывать в развитие альтернативных экосистем морской перевозки. Эта экосистема сломалась. С этими нельзя иметь дело. Да, они все еще доминируют. Да, если что, завершаю, я замечу. Западная экосистема морской перевозки, да, морской перевозки нефти, все еще доминирует и по страхованию, и по финансированию, и по этим самым, по количеству судов, которые в этом задействованы. Безусловно, да, там брокерские услуги, все, это все еще там. Но любое усиление давления будет приводить к усложнению в данный момент времени, потом к адаптации, а параллельно с этим будет происходить миграция в сторону альтернатив, которые уже создаются, уже развиваются, уже расширяются. Поэтому да принимайте, ребятки, принимайте, пожалуйста, быстрее эту норму. Уже надо, чтобы вообще не 30% российской нефти как-то была перевозимой морем была связана с вот вашей экосистемой, а чтобы 0% было связано. Ноль. И желательно, чтобы не только российская нефть отказывалась от вашей экосистемы. Желательно, чтобы и саудиты отказывались, и Эмираты отказывались. Вообще весь Ближний Восток отказывался, глядя на вас таких интересных. Так что как-то так выглядит эта ситуация. На сегодня все. Всего хорошего.
Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал, подписывайтесь на Александра Фролова, ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Все, всего хорошего. До свидания.